Мы все слышали о характерных признаках недоношенного ребенка. Низкий вес, недоразвитые органы, такие как легкие или пищеварительная система, и необходимость в интенсивной терапии при рождении. Это происходит потому, что эти малыши не успевают полностью завершить свой рост в утробе. Но, возможно, самой поразительной и заметной чертой недоношенного ребенка является его размер. Для этих крошечных детей нормально быть намного меньшего размера, чем ожидалось. Но сегодня мы расскажем об экстренном случае – микробэби. Давайте познакомимся с Марией Алекса. Она родом из России и сейчас живет в Канаде. Она установила выдающийся рекорд, родив самого маленького ребенка, когда-либо зарегистрированного. Давид, ее дочка, которую она назвала Иваной, родилась с весом всего 370 граммов. Чтобы лучше понять, что это значит, учтите, что вес Иваны был меньше, чем фунт сахара. Здесь мы показываем изображение ватной палочки рядом с ней и другое, сравнивающее ее размер с монетой. Однако самая удивительная часть этой истории не только в размере или весе Иваны, но и в невероятном и необычном способе, которым она появилась на свет. Но давайте позволим ее матери рассказать эту удивительную историю. Я прекрасно помню день, когда узнала, что беременна. Это был октябрь 2017 года, и хотя мы планировали завести ребенка, какие-то странные симптомы стали меня беспокоить. Я знала, что слишком рано для того, чтобы получить ясный результат на тесте на беременность, но я решила все равно сделать тест, не ожидая ничего особенного. Я отложила тест в сторону, будучи уверенной, что он ничего не покажет, и продолжила свои повседневные дела. Через несколько часов я снова проверила и увидела 2 полоски. Волна счастья накатила на меня. Я не могла дождаться, когда мой муж вернется с работы, поэтому сразу же позвонила ему. «Ты можешь приехать домой?» «У меня есть что сказать». Он мгновенно догадался. «Ты беременна?» Мы были так рады. Однако вскоре возникли осложнения. На 5-й неделе беременности меня экстренно госпитализировали из-за сильного кровотечения. Во время ультразвукового исследования произошло что-то необычное. Радиолог, который обычно не участвует в этих тестах, вошел в комнату лично. В Канаде, где мы живем, это происходит только в исключительных случаях. Когда техник проводил исследование и отправлял результаты лечащему врачу, я заметила, как они смотрят на меня с беспокойством и вызывают другого врача. Я начала ощущать глубокий страх. Что-то было не так. Ситуация стала более серьезной, когда был вызван главный врач отделения. С серьезным лицом он сообщил мне новость, которую никто не хочет слышать. У меня была угловая трубная беременность. Плод находился в углу между маткой и фаллопиевыми трубами, что представляло собой наиболее опасную форму внематочной беременности. Серьезность ситуации заключалась в том, что если беременность продолжится, я могла не только потерять ребенка, но и свою матку, рискуя будущей фертильности. В тот момент не было ни мягких слов, ни эмоциональной поддержки. Они сообщили мне с жесткой ясностью, что беременность необходимо прервать немедленно. Они объяснили, что для этого потребуется всего лишь таблетка. Но я категорически отказалась. Я знала, что не могу принять это решение. Несмотря на риск, меня немедленно госпитализировали, запретив есть или пить, подключили к системе и предупредили, что из-за интенсивного кровотечения плод, скорее всего, будет естественным образом изгнан в течение ночи. Новости были разрушительными. В ту ночь я написала своим родителям, которые еще не знали, что я беременна. Мой муж и я решили дождаться 12-й недели, чтобы поделиться новостью, и, рассказав им, что происходит, они просто сказали: «Верьте и молитесь. Бог совершит чудо». И именно это мы и сделали. Мой муж положил руку мне на живот, обращаясь к малышу, умоляя его переместиться в правильное место. В своей отчаянии я нашла форум, предлагающий лежать на определенном боку, чтобы помочь плоду перераспределиться,
хотя это казалось абсурдной идеей. Я попробовала. В больнице не было доступных палат, поэтому меня разместили за перегородкой в коридоре. Это было не самое комфортное место, но я молилась изо всех сил, прося о помощи от Бога. На следующее утро они провели 3D-ультразвуковое исследование, то, что обычно в таких случаях не делается. Но по какой-то причине они сделали исключение для меня. Выражение лица врача изменилось, и она вызвала главного радиолога. После тщательного анализа результатов они обнаружили, что плод находится в матке. Хотя опасность не исчезла полностью, теперь была возможность продолжить беременность. Позже на другом ультразвуковом исследовании мы увидели, как малыш двигает свои крошечные ножки. Но врачи были обеспокоены, подозревая, что она может проявлять признаки синдрома Дауна. Они предложили провести генетический тест, хотя я уже знала, что вне зависимости от результата я буду продолжать беременность. Они наполнили меня страхом, предупреждая о возможности несовместимых с жизнью деформаций. Тем не менее, я согласилась на тест, и, к моему облегчению, результаты показали 99% вероятность того, что проблем не было. Наконец, мы могли немного расслабиться. В Канаде пол восприятия пола ребенка определяется обычно между 18 и 20 неделями. Во время ультразвукового исследования мы узнали, что ожидаем дочку. Но также была выявлена редкая патология в плаценте – мембранное соединение пуповины. Это привело к тому, что наша дочка отставала в росте на 2 недели, так как плацента не могла получать достаточно питательных веществ. Наконец, на 23-й неделе я пришла на плановый осмотр, чтобы измерить давление. В тот день я даже не планировала идти, так как на прошлой неделе уже видела специалиста по сложным беременностям. Но что-то заставило меня пойти в клинику, и я не зря потратила время. Мое давление было опасно высоким, и меня немедленно госпитализировали. Я должна была находиться под наблюдением в течение 24 часов, так как врачи боялись, что у меня может развиться эклампсия. Однако на утро ультразвук показал, что плацента больше не функционирует должным образом. Малыш не получал необходимых для выживания питательных веществ. Это означало, что мне придется рожать. В Канаде роды на 23-й неделе считаются рождением, а не прерыванием беременности. Я получила эту новость без какой-либо эмоциональной поддержки или психолога рядом. Я была одна, но худшее еще впереди. 2 часа спустя врачи вернулись с разрушительным решением. Это не будут роды. «Мы прервем беременность», — сказали они. Моя дочка весила всего 330 граммов. Обычный вес 20-недельного плода. По их мнению, такой крошечный ребенок не мог выжить, так как для любой шанса на выживание необходимо минимум 500 граммов. Они объяснили, что индукция родов проведется так, чтобы она родилась без жизни. Но я спросила, а что, если она сможет дышать? Учитывая эту возможность, они предложили укол, чтобы гарантировать, что малыш не будет дышать в утробе. Но я отказалась. Меня оставили в больнице на всякий случай, хотя мне было ясно, что спасать ребенка не собирались. В отчаянии я искала помощь в интернете и обращалась к различным врачам. Некоторые из лучших специалистов в России и Израиле рассмотрели мой случай. И все сказали одно и то же – забудьте об этом, подготовьтесь к следующей беременности. Кровоток к плаценте был практически отсутствующим, что делало невозможным рост ребенка. На самом деле было удивительно, что она все еще двигалась. Я решила предпринять отчаянный шаг и предупредила врачей, что если они не помогут мне, я найду другую больницу. Столкнувшись с моей решимостью, они согласились провести последний ультразвук, когда я достигну 24 недель. Если по чуду ребенок наберет вес, они пересмотрят свое решение. Это было почти невозможно. Но я ждала неделю, одну из самых длинных и трудных в моей жизни. Я не могла спать и страдала от постоянных головных болей. Но я знала, что лучшее, что я могла сделать, это сохранять веру и оставаться спокойной.
Я лежала в постели, слушая молитвы на Ютьюбе, и пыталась держаться. Через неделю они снова измерили вес малыша. Врачи вошли в комнату с улыбками. Она набрала 100 граммов. Они пообещали поговорить с неонатальной командой, и мне предоставили возможность родить. С этого момента наблюдение стало постоянным. Они проверяли сердечный ритм плода и кровоток к плаценте. Я знала, что при малейшем изменении мне проведут экстренное кесарево сечение. Через несколько дней новый ультразвук показал, что малыш весит 430 граммов. Но плацента больше не функционировала. На следующее утро меня перевели в родильное отделение. Я позвонила своему мужу и сестре, которые пришли, чтобы поддержать меня. Сложно описать, что произошло дальше. Я была в сознании, когда мне вводили эпидуральную анестезию. Я не чувствовала боли, но знала, что происходит что-то важное. И затем чудо произошло. Это был, безусловно, самый счастливый момент моей жизни, когда я услышала плач своего ребенка. Даже сегодня, когда я вспоминаю это, я не могу сдержать слез. Это было практически невозможно для ребенка, рожденного на таком этапе, закричать или дышать самостоятельно. Но как только я услышала ее голос, весь страх, который я испытывала, исчез. Врачи также были поражены. Они сказали мне, что Ивана умнее, чем кто-либо из нас. Оказалось, что она не весила 430 граммов, как мы думали, а всего 370 граммов. Если бы врачи знали это раньше, они бы никогда не позволили ей дожить до родов. Неонатолог, который принимал ее в тот день, признал, что если бы она не двигалась и не кричала, никто бы не дал ей шанса. На самом деле, когда неонатальная команда, сбитая с толку, спросила «что теперь?», он твердо ответил «подключите ее к кислороду». Любой другой врач, вероятно, счел бы ее безнадежным случаем. Мне невероятно повезло, что Ивану предоставили этот шанс, и что над ней работала команда, хорошо осведомленная о нашем случае. Сразу после ее рождения специализированная команда взяла на себя заботу о ней и перевела ее в специальное отделение. Она была рождена в 3 часа дня, и к 8 часам вечера меня в коляске отвезли к ней в палату, чтобы я могла ее увидеть. Мой муж почти сразу познакомился с нашей дочкой, и даже мой акушер записал видео ее первых мгновений жизни. Так что я, наконец, могла увидеть Ивану. Моя дочь провела 4 месяца в больнице, и я практически жила там с ней. Каждое утро в комнату приходила команда врачей, чтобы спланировать день. Там были кардиологи, специалисты по пищеварению и дыханию, а также диетологи. Каждому ребенку в неонатальном отделении была назначена своя медсестра, которая обновляла команду о последних данных о здоровье каждого маленького пациента. Мне повезло находиться в одном из лучших центров для недоношенных детей. Однако даже там лечили только чрезвычайно сложные случаи, обычно при исключительных обстоятельствах, таких как женщины, которые пытались забеременеть много лет и для которых это был последний шанс. Мой случай, несомненно, казался одним из самых безнадежных. Ребенок с весом Иваны обычно сталкивается с серьезными проблемами легких или кишечника, и большинство из них не выживает более первых недель или месяцев жизни. Те, кто выживает, часто сталкиваются с осложнениями на всю жизнь. С самых первых дней мне разрешили прикасаться к дочке, чтобы она могла почувствовать объятия родной мамы. Она получала мое грудное молоко через специальную трубку. 2 недели спустя, когда ее катетеры и капельницы сняли, мне разрешили держать ее на руках по 2 часа в день. Это был нелегкий процесс. Ивана была подключена к вентилятору и требовала внимательного наблюдения. Когда она становилась крепче, мне разрешали держать ее дольше. Однажды я даже держала ее целых 10 часов в один день. В Канаде врачи поощряют держать детей в физическом контакте с матерями так долго, как это возможно, так как это способствует развитию мозга и жизненно необходимо для того, чтобы ребенок ощущал близость матери. Во время нашего пребывания в больнице мне пришлось столкнуться с многими трудными моментами, когда мне нужно было принимать решения по поводу лекарств, которые вводили Иване.
Я часто доверялась своей интуиции. Однажды врачи предложили лекарство для закрытия кровеносного сосуда в сердце Иваны, но оно имело серьезные побочные эффекты, особенно на пищеварительную систему, и могло вызвать серьезные осложнения. Я почувствовала подавляющее беспокойство при мысли о том, чтобы дать ей это лекарство. Поэтому после долгих размышлений я отказалась. Я знала, что есть шанс, что сосуд может закрыться самостоятельно. Приняв это решение, я почувствовала немедленное спокойствие, как будто это была воля Божья. Только один врач поддержал мой выбор, и к моему облегчению сосуд закрылся спонтанно на 32-й неделе. Самым удивительным было то, что этот вид сосуда обычно вызывает респираторные проблемы. Но у Иваны не было никаких проблем. На 34-й неделе она начала дышать самостоятельно, что удивило врачей. Ребенок, родившийся весом всего 370 граммов и дышащий самостоятельно на 34-й неделе, был просто невероятен. На последней неделе в больнице мне позволили полностью заботиться о Иване самостоятельно. Я всегда старалась делать все, что могла. Я помню, когда она весила всего 700 граммов. Я уже сама меняла ей подгузники. В последние 4 дня мне предоставили отдельную палату рядом с ее, чтобы я могла справиться совсем сама. Из-за этого, когда мы наконец вернулись домой, я чувствовала себя полностью спокойно и была переполнена счастьем. Некоторые могли подумать, что я ошиблась, рискуя так много ради моей дочери. Но, к счастью, никто не сказал этого мне в лицо. Все молились за нас. Когда я поделилась своей историей на Facebook, я изначально намеревалась, чтобы только мои друзья ее прочитали. Но я случайно опубликовала ее публично. Именно тогда я начала получать сообщения от людей со всего мира, которые говорили мне, как они вдохновились нашим опытом. Я получила множество поддерживающих слов, и, оглядываясь назад, я глубоко признательна за то, что решила поделиться нашей историей. Теперь у нас есть Ивана, и ее характер был очевиден с самых первых дней. Медсестра, ухаживавшая за ней с самого начала, сказала мне, что моя дочка – настоящий боец. Она проявляла недовольство каждый раз, когда ей меняли подгузник, или когда кислородная маска мешала ей. Эта настойчивость все еще часть ее личности. Ивана не терпит ничего, что ей не нравится. В то же время она невероятно жизнерадостная. Она улыбается, много смеется и общается по-своему, издавая сладкие звуки. Ей нравится сидеть на руках и наблюдать за всем вокруг. Она любопытна к миру, который ее окружает. Недавно мы посетили педиатра, который оценил ее развитие по откорректированному возрасту, как будто ей 3 месяца. Учитывая время, когда она должна была родиться, она не только соответствует ожиданиям, но во многих аспектах даже опережает свой возраст. Пока мы еще были в больнице, одна из медсестер сказала мне, что она раньше волонтерила в неонатальных центрах на Украине, привозя оборудование для недоношенных детей и обучая персонал. Позже, по чистой случайности, я встретила женщину, которая планировала аналогичный проект в Зимбабве. Я познакомила ее с нашей медсестрой, и они в итоге начали сотрудничество по этому проекту. Они пригласили меня стать частью комитета, и вскоре медсестра, ухаживавшая за Иваной, отправится в Зимбабве, в то время как я буду поддерживать ее отсюда. Я всегда мечтала сделать что-то значимое для народа Африки, и чувствую, что Бог дал мне такую возможность. На протяжении всего этого опыта я никогда не чувствовала обиды к Господу. С юности я верила, что все происходит неспроста и на благо. Испытания могут сделать нас сильнее и научить великим урокам. Или они могут сломать нас. Но даже в самые темные моменты любовь Божья может защитить нас. Наш мир полон проблем. Да. Но несмотря на это, Бог всегда находит способ обратить все в добро для тех, кто любит Его. После просмотра вышеуказанной истории у вас есть свои мысли. Не стесняйтесь делиться вашим мнением в комментариях. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь нашим каналом.
На этом все на сегодня. Увидимся в следующий раз.